Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам результаты нашего совместного исследования с одним из стартапов Сколково. И посвящено наше было исследование, наверное, самому хот-топику, который на сегодняшний день существует в онкологии, это жидкостная биопсия. Много уже работ, в общем-то, существует на сегодняшний день по жидкостной биопсии, в каких-то нозологиях более успешно, в каких-то менее. Проект АРНА-РМЖ был посвящен раку молочной железы. Так, правильно ли я? А что я должна? Назад. На сегодняшний день всем известно, что развитие современных диагностических технологий приводит к постепенному увеличению пятилетней выживаемости пациентов, улучшает качество их жизни. Вот мне просто очень понравилась данная презентация, каких успехов мы достигли с периода 70-х годов до 2013 года уже нашего столетия. И, конечно, эти стрелочки достаточно впечатляющие. Переходя к нашему исследованию, технология АРНА – это инновационная технология анализа отдельных генов ДНК, циркулирующих в плазме крови. В чем, собственно, заключается новизна и отличие от используемых уже на сегодняшний день или апробируемых в ходе клинических исследований методики. В данной ситуации анализ ДНК происходит без предварительного выделения из плазмы крови, и подготовка пробы для анализа проводится в одной пробирке. Кроме того, сам тест состоит из анализа фрагментов ДНК 4 онкогенов. Как компания пришла к этому тесту? Был произведен некий отбор фрагментов генов по технологии Hotspots. Сначала происходило выделение в ходе экспериментов, выделяли ДНК из плазмы крови у онкологических больных и в группе контроля. Затем амплифицировали образцы ДНК при помощи ДНК-полимеразы. Затем гибридизировали ДНК, и было проанализировано более 200 тысяч фрагментов ДНК. Следующим этапом происходило сравнение содержания. На основании полученных данных гибридизации были выбраны фрагменты с содержанием как минимум в 5 раз выше у онкологических больных по сравнению со здоровыми. Таким образом, был отобраны максимально приближенные к диагностическим фрагментам, их оказалось около 200. А вот уже из отобранных потенциальных 200 кандидатов в биомаркеры производился литературный поиск, и были отобраны финальные 20 кандидатов, которые экспериментально проанализированы в имеющихся образцах крови. Таким образом, в ходе данного достаточно большого поиска в результате было отобрано лишь 4 фрагмента генов. Вот так примерно происходил отбор при повышении концентрации потенциальных кандидатов. В чем, собственно, заключается сам анализ? Он проводится методом ПЦР реального времени. В результате мы получаем полуколичественный анализ с определением повышения кратности вот этих отобранных онкогенов у больного в сравнении со здоровым пациентом. И у пациенток с раком молочной железы отобранный фрагмент появляется на несколько более ранних циклах, чем в сравнении с контрольными образцами. Номера циклов ПЦР преобразуют в определенный коэффициент пробы, на основании которого делается заключение. Вот на данном слайде представлены примеры кривых ПЦР реального времени для 4 фрагментов генов в образце больного и в контрольном образце. Как вы видите, в контрольном образце повышение повышение концентрации, то есть происходит на более позднем цикле
по сравнению с пациентками, страдающими раком молочной железы. До начала работы с нами компанией было проанализировано в общей сложности более 600 проб, более 1000 экспериментов, и согласно внутренним лабораторным данным компании была предположена высокая чувствительность и специфичность, и, собственно, эти данные уговорили нас участвовать в клинической части эксперимента, и мы тоже присоединились как исследовательский центр. Наше исследование носило открытый контролируемый моноцентровой характер, и, собственно, целью исследования была проверка клинической чувствительности и специфичности данной диагностической тест-системы, и, в общем-то, основной целью было определение, стоит ли, собственно, уходить в дальнейшие клинические исследования с закрытыми пробами, то есть, конечно, это такое исследование proof of concept. В исследовании принимали участие пациентки со всеми типами рака молочной железы в возрасте от 18 до 75 лет. В качестве контрольной группы выступали, по сути, можно сказать, что наши пациентки – это женщины, приходившие на исследования молочных желез в качестве скринингового метода. Им проводилась либо маммография, либо ультразвуковое исследование, либо и то, и другое в случае каких-то сомнений. В общем, классическое исключение наличия рака молочной железы. Само исследование было разделено на два этапа. Этап забора материала производился у нас в университете. В условиях клинической лаборатории у пациенток забиралось 4 мл в вакуумную пробирку. Затем кровь подвергают центрифугированию, мы это делали, и отбирали плазму в определенном слое этой пробирки. Затем хранение при минус 80 градусов. После сбора материал передавался в научно-исследовательскую лабораторию компании, так как данная методика является ноу-хау компании, и она, собственно, ею и занимается. И номера циклов преобразовались в коэффициенты, и по диапазону значений делалось заключение о наличии или отсутствии онкологического процесса. На сегодняшний день мы проанализировали 27 пациенток, 16 пациенток – это начальное исследование, 16 пациенток с раком молочной железы, 11 контрольных образцов. Были включены все типы. И вот у нас получились на сегодняшний день такие показатели чувствительности и специфичности. Как вы видите, специфичность превышала 90%. Чувствительность даже 100% и 96% точность, что, в общем-то, говорит о возможности использования при подтверждении подобных результатов в слепом режиме в исследовании, говорит о возможности использования данного метода в качестве скрининга или, по крайней мере, как дополнение в скрининговую программу. Если мы сравниваем с другими методиками на сегодняшний день, использующимися в качестве скрининга или в качестве уточняющей диагностики, то, конечно, жидкостная биопсия имеет свои, при наличии достаточной чувствительности и специфичности, имеет свои преимущества, так как все остальные методики требуют дорогостоящего оборудования, достаточно длительного выполнения. Необходим опытные врачи для интерпретации, то, о чем говорил предыдущий докладчик. В случае с анализом жидкостной биопсии нам всего лишь требуется кровь и ПЦР реального времени, что, естественно, гораздо быстрее, как и любой другой лабораторный анализ. Таким образом, предварительные статистические данные, я о них уже сказала, достаточно, но они, в общем-то, носят впечатляющий характер. Экономические показатели теста, согласно данным компаниям, прямая себестоимость менее 1500 рублей, время выполнения около часа после забора. Необходимое лабораторное оборудование, в общем-то, стандартное для
лаборатории, работающие с генетическим материалом. Ну и, конечно, вот низкая инвазивность и отсутствие человеческого фактора делает подобные анализы крайне востребованными в клинической практике. Таким образом, завершая свой небольшой доклад, я бы сказала, что предварительные результаты с высокими показателями чувствительности и специфичности, конечно, данные это открытого исследования, могут послужить основанием для проведения слепого контролируемого исследования. Я думаю, что мы с компанией будем и дальше продолжать сотрудничество и предложим им проведение слепого контролируемого исследования на нашей базе. Спасибо большое за внимание.